сейчас я буду делать куриные котлеты. Для этого можно купить готовый куриный фарш, но я, кстати, сегодня была в магазине, его там не было, он не всегда бывает, и немножко дешевле, если делать самому. Можно делать просто из грудок. Сегодня у меня это бедрышки и грудки. То есть я уже приготовила лук и чеснок, и курицу я просто порежу для того, чтобы пропустить через мясорубку. Это грудь? Это грудки, да. Грудки. А бедро, там больше жира. Да. Так что вкуснее. Обычно вкуснее, если бедрышки еще добавлять, да. Так, сейчас мы это пропускаем все через мясорубку. Окей. Красиво и страшно. Так, значит, сейчас я это... А почему разного цвета? Потому что грудка более светлая, а бедрышки более темные. Ну, специи по вкусу. То есть я вот люблю добавлять немножко зелень. Это укроп и кинза, cilantro по-английски. Как называется по-русски? Кинза. Кинза. Да. Это добавлю. Ну и специи, значит, это довольно много. Значит, где-то вот столько соли. Достаточно перца должно быть на такое количество. Ну и наши любимые, это греческое и таджуна добавляю. Теперь это надо хорошо перемешать. Еще в некоторых рецептах можно добавлять хлеб. Он немножко мягче тогда, например, если есть... Внутри хлеб, не только... Вот прямо сюда, можно даже мясорубку, немножко. Мне кажется... Я этого не хочу. Мне кажется, раньше в рецептах он был для того, чтобы сэкономить как бы на мясе, но иногда можно просто, чтобы сэкономить продукты, если там старый хлеб какой-то уже никто не ест, можно добавить. Так, значит, я обычно пробую. Мама. А? Это опасно. Окей. Немножко больше еще перца и соли. Красиво тайджон выглядит. Это оранжевый цвет. Я думаю, что этого достаточно. Значит, сейчас следующий этап. Надо сформировать котлеты. Это французское слово этап. Этап? Или котлеты? Этап. Котлеты. Котлеты тоже французские. Так. Значит, мы формируем из небольших кусков такие овальные котлеты. И ты только что посмотрел на нас и быстро ушел. Федя все время на заднем плане в твоих видео. И наверх пошел. А сюда какая температура? Высокая, да? Ну, я разогреваю на высокой сначала, а потом уменьшаю, когда она разогреется. А там ты что готовишь? Картошка. С котлетками? Это будет, да, гарнир по-русски называется. Гарнир? Еще одно французское слово. Русский это просто французский язык. Гарнир это французское слово? Звучит как французский. Звучит французский. А слово обед и ужин. Обед это как по-английски lunch и ужин dinner или не совсем? Ну, наверное, да. А вот supper и dinner, это в чем разница? Я вообще-то не знаю. Здравствуйте, жила в Англии год, не знаешь. Думаешь, это в Англии supper? Я не знаю, это английский. Не знаю. Что это, мама? Значит, это сухари, breadcrumbs. Так, и сковородка с маслом у нас нагрелась.
Немножко уменьшаем температуру. И теперь, значит, берем котлетку, обваливаем ее в сухарях и кладем жарить. Я хочу все-таки попробовать с bacon crumbs. Мне кажется, вкуснее будет. Как ты думаешь? Я не знаю, насколько это вообще... Надо попробовать. Я тогда сделаю видео, где я сама это делаю с bacon crumbs. И я тебе покажу, что вкуснее. Так, ну и теперь, значит, мы просто следуем процессу, как она подрумянилась, мы переворачиваем. Золотая курица. Ой, этот жир прыгает. А что делать, чтобы жир этот не брызгал? Просто дальше стоять? Ну, во-первых, надо стараться, чтобы вода туда не попадала, потому что когда попадает вода или любую другую какая-то жидкость, которая не масло, то вот он начинает тогда... Начинать брызгать? Да, начинает брызгать. Так, значит, теперь переворачиваем на бочок. А, как сырники, да? Да, как сырники. Ну ты только на одну сторону делаешь, да? Я тоже с двух сторон делаю. А, да? Сырники тоже на... Сразу, да. А, я забыла. Масло. Мама, думаешь, это полезное? Нет. Но очень вкусно. Если хочешь, чтобы оно было более полезно, можно сделать то же самое, но жарить в духовке, в печи в духовке. Тогда будет не так много масла и будет не так вкусно. Теперь переворачиваем на другой бачок. Теперь я думаю, что это как куриные сырники. Только нету сыра. Это идея. Почему вы туда сыр не добавили? Это еще не очень. Так, ну вот первая порция уже готова. Спасибо, получилось. Так, следующую кладем. Да. Ну все мы не будем снимать, но вот это... Ну и так продолжать, да. Да. До тех пор, пока все не готово. То, что мы приготовили, это будет для обеда. А вот эти остальные в эту неделю, ну, я, Федя, папа, ты, мы очень быстро все съедаем. Так что не знаю, как долго останется. Как ты думаешь? 3 дня. 3 дня? Окей. Так что это еда для 3 дня. 3,5 дня. Окей. Ладно, спасибо, мама. Та-дам!